Некоторые психиатрические термины очень прочно вошли в нашу жизнь. Иногда мы употребляем их, даже не задумываясь. Но что мы вообще знаем о психических расстройствах? Как насчет того, чтобы проверить свои знания с помощью нашего небольшого теста? Если готовы, то начнем. Чем характеризуется синдром Диогена? Синдром Диогена – психическое расстройство, характерными чертами которого являются крайне пренебрежительное отношение к себе, социальная изоляция, апатия, склонность к накоплению и собиранию ненужных вещей и отсутствие стыда. В основе синдрома лежит органическое заболевание мозга, однако его содержание определяется не только физиологическими изменениями, но и эмоционально-личностными особенностями, социальными навыками, сформировавшимися в течение жизни. Отсутствие ухода за больными и необходимого лечения приводит к печальным последствиям. Основными причинами осложнений становится социальная изоляция, пренебрежительное отношение к здоровью и внешности, а также питание испорченными продуктами. Что такое обсессивно-компульсивное расстройство? Обсессивно-компульсивное расстройство – это психическое расстройство, для которого характерны навязчивые мысли, образы или идеи и повторяющиеся действия. Больные, мнительные люди, склонные к редким максимально решительным действиям, что сразу заметно на фоне их доминирующего спокойствия. Врачи не дают конкретного объяснения причинам появления и развития обсессивного компульсивного расстройства. К факторам риска относят генетику, структуру и функционирование мозга, окружающую обстановку, травматичные события. В обществе отношение к ОКР часто поверхностное и несерьезное. Его нередко воспринимают как забавную особенность человека. Но усугубляющиеся симптомы не поддаются, и для некоторых больных могут представлять реальную угрозу нормальной жизни. По каким признакам чаще всего можно диагностировать шизофрению? Шизофрения – это хроническое психическое расстройство, при котором развиваются фундаментальные нарушения восприятия, мышления и эмоциональных реакций. Наиболее частыми признаками шизофрении являются бред, галлюцинации, апатия, нарушение мышления. Шизофрения – это одно из наиболее распространенных и тяжелых психических расстройств, которые известны на сегодняшний день. Чтобы установить диагноз, симптомы шизофрении должны присутствовать в течение полугода, а также необходимо наличие обострения длительностью не менее 1 месяца. Чем раньше начато лечение шизофрении, тем выше шансы на благоприятный прогноз. Поэтому при появлении симптомов шизофрении, затрудняющих социальное и профессиональное функционирование, следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Что же такое истерическое расстройство личности в психиатрическом понимании? Истерическое расстройство личности – заболевание, проявляющееся демонстративностью и наигранностью поведения, повышенной потребностью во внимании и восхищении со стороны окружающих. К симптомам относят театральность поведения, демонстративность эмоциональных реакций, чрезвычайную озабоченность внешним видом. В качестве причин развития указывают генетически обусловленные черты личности, ошибки воспитания и поражение головного мозга. Истероидное расстройство не обязательно влечет за собой снижение социального статуса и профессиональную неуспешность. Часть больных достигает больших успехов в творческих профессиях. Научный термин «персекуторный бред» в народе известен как бред преследования – это расстройство мышления, характеризующееся идеями о преследовании неким человеком, существом или группой лиц. Развитию бреда
всегда сопутствуют психические заболевания, неврологические патологии, интоксикационное поражение ЦНС. Пациенты убеждены, что за ними следят, шпионят, замышляют причинить вред, разрабатывают план убийства, похищения, пытаются обворовать, воздействуют лучами. Больные становятся замкнутыми, подозрительными, тревожными, не способны адекватно оценивать происходящее. Бред диагностируется психиатром в ходе клинического обследования. Лечение включает психотерапию и прием медикаментов. Как проявляется посттравматическое стрессовое расстройство? Посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР, тяжелое психическое состояние, возникающее в результате единичного или повторяющихся событий, оказывающих сверхмощное негативное воздействие на психику человека. Проявляется многократным переживанием ситуации в кошмарных снах и мыслях, желанием избавиться от воспоминаний, раздражительностью, тревожностью. На ранних стадиях ПСТР прогноз благоприятный, расстройство удается устранить комплексной психотерапевтической помощью, дополненной приемом медикаментов. Хроническая форма синдрома тяжелее поддается лечению, развиваются осложнения, происходит психопатизация личности. Что такое транссексуализм? Транссексуализм – это психическое расстройство, при котором гендерная идентичность противоположна биологическому полу. Проявляется осознанием себя как представителя противоположного пола при нормальной сформированности половых признаков. Происхождение транссексуальности остается актуальной темой медицинских исследований. К наиболее вероятным теориям формирования расстройства относятся генетика, нейроэндокринные сдвиги, неправильное воспитание. Тактика лечения определяется индивидуально. Применяется психотерапия, гормональная терапия, хирургические операции. Как проявляется синдром Клейня-Левина? Синдром Клейня-Левина – чрезвычайно редкое неврологическое расстройство, для которого характерны периодические эпизоды чрезмерной сонливости и сужения сознания. Больные могут спать до 18 часов, а иногда и дольше, просыпаясь лишь для того, чтобы поесть и сходить в туалет. Становятся раздражительными или агрессивными, если им не давать спать. Разбудить их при этом чрезвычайно сложно. Некоторые ученые выдвигают предположение, что недуг провоцируется сбоями в работе гормональной системы, а другие уверены в его генетической природе. Лечение находится в стадии разработки. Надеюсь, этот тест вам показался очень познавательным и увлекательным. Пишите в комментариях, какие психические расстройства вам знакомы. До новых встреч!